Салам, друзья! Меня зовут Дастан. Мы Тентек. Мы те, кто сделали историю Кыргызстана. И сейчас мы организовали студию. Будем делать для вас такие же образовательные и культурные проекты. Тентек, расскажи Тентек про Полу ребят, это все. Почему Тентек? Почему Тентек? Расскажи. Так, а что-то налетел на меня. Тентек — это ребенок, которому все интересно, поэтому он громит, ломает, крушит. В работе это то же самое. То есть Тентек — это не обязательно ты идешь там по клубам, кутишь и там, стреляешь из калаша, поднимаешь палец вверх. Да. Это стиль жизни, когда тебе что-то интересное. Я и Джалиль хотели доказать себе и своим родителям, что мы чего-то стоим. Это был третий курс в моем университете. Меня тогда отстранили на год. Я был здесь, в Бишкеке, ничего не делал. Это был, наверное, очень мрачный период, но если сейчас смотреть, очень полезный период. И Джака тоже не ходил в универ, и мы просто по городу гуляли, просто так, ничего, и думали, надо что-то делать. Тогда, 2-3 года назад, это вообще было. Мы не знали, протянем ли мы еще 3 месяца, полгода, год. Мы ставили планы на долгий срок, но внутри был страх, что не получится. И каждое утро, просыпаясь, я пытался этот страх отметать и настраивать себя на позитив такой, что вот сегодня тот день, когда все изменится. Потом вечером приходили опять страшные мысли, это не тот день, когда все изменилось. И потом все по новой. И летом появляется возможность, туманная возможность. Сорос объявляет конкурс на финансирование мини-проектов. И мы такие, давай попробуем. Мы же хотим историю, мы же любим историю и любим какую-то пользу. Попробуем. Мы написали сценарий, написали проект, там бюджет 5 или 6 тысяч долларов, что-то такое. И сами сделали первый ролик. Это там мы нашли какой-то бесплатный плагин, двигаешь, что-то там делаешь, картинки, записали на микрофон от наушников звук и сделали первый видос. Мы его не сохранили, но надо было сохранить. И отправили. К моему удивлению, но к неудивлению Джеки, мы выиграли. Он почему-то думал, что мы выиграем. Я не думал. И с этого все и началось. Тогда я только ушла со своего первого университета, и поступив на режиссуру, я подыскивала себе работу, но до этого никогда не работала, то есть конкретно в какой-то компании. Всегда были проекты отдельные, но я никогда не работала, чтобы прям была команда одна. И для себя, наверное, я и ушла из университета и выбрала другую профессию именно потому, что я для себя искала место там, где вот это рвение было не в холостую, где я знала, что оно не просто так, оно не для галочки, и там, где это могут поддержать. И когда я пришла в это место, я чувствовала, что эти ребята тоже вообще не знают, что происходит, и я не знаю, что происходит, но я чувствовала такую же энергетику. До этого момента большинство наших проектов были на заказ. То есть мы делали их по заказу какой-то компании, какого-то агентства. И только 2-3 проекта, которые мы сделали, были исконно от Тентек. Для меня лично было очень важно, чтобы то, чем славится Тентек, это было не то, как мы делаем услуги, а то, что мы делаем. Наша мечта во многом обусловлена контекстом, в котором мы живем. Я видел очень часто людей, которые уезжают за рубеж, друзья уезжали и так далее. И казалось, будто бы жизнь там хорошая. Всегда хотелось эту жизнь здесь видеть. То есть мне никогда не хотелось лично уезжать отсюда. Хотелось жить не где-то там хорошо, а именно здесь. Я видел другие примеры, когда ко мне, как не к гражданину данной страны, относились лучше, чем у меня на родине. Это неправильно. Так не должно быть. И тем самым мы много обсуждали про мечту, и всей командой полгода где-то думали,
видение, что это должно быть, что в конечном итоге к чему должна привести наша деятельность. И всегда звучало слово «свобода». И мы решили, что это должно быть и в корне всего нашего видения, и определили видение как... Поколение смелых и свободных. Мы можем рядом друг с другом не бояться быть смелыми, мы можем быть свободными в своих каких-то мыслях. Я хочу, чтобы вот этот наш небольшой офис, чтобы он вырос там, до масштабов сначала города, потом страны, потому что, мне кажется, таких людей очень много, но требуется, чтобы тебя из 10 понимали хотя бы 3, чтобы ты мог вот эту свою смелость показать. И мне кажется, это несложно. На самом деле, когда ты встречаешь какую-то компанию, в которой тебя не осуждают, в которой тебя принимают, ты можешь отпустить все и быть собой. Но я думаю, что вокруг нас очень много именно смелых и свободных людей. Просто у них нет места, в котором они могут это проявить. Когда я читал про Pixar, про их историю успеха, там один из ключевых моментов успеха было то, что у них была такая уникальная команда. Мы все же собрались на каком-то протестном настроении. Всем приходилось вести какую-то свою борьбу. И мне кажется, вот это нас как-то объединило, и мы находили понимание. То есть очень было сначала незнакомо, а потом очень приятно, что я говорю, и меня понимают на самом деле. Это попытка выйти на новый уровень и показать себя миру. Миру, который еще более конкурентен. Миру, где уже то, что ты сделал, что-то новое, там уже это сделали тысячи или миллион таких же компаний, как и мы. То есть там была магия, синергия между теми, кто создает это творчество. И это то, что нельзя сымитировать, это нельзя скопировать, это нельзя купить. А у нас это есть. И это очень греет душу, потому что понимаешь, что мы можем. И даже видя первые кадры «Однажды они уйдут», такой, да,